Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию сумочки саквояж из полиэфирного шнура. По размеру сумочка получилась высотой 21 сантиметр и ширина 25 сантиметров. В описании под видео я оставлю артикулы на фурнитуру на Валберес. Несмотря на то, что сумка выглядит очень изысканно, вяжется она легко и быстро. У меня ушло буквально 3 вечера, чтобы сделать эту сумку. Также мы будем с вами шить подкладку, сделаем красивый широкий ремешок и установим фурнитуру. Сумочка очень хорошо держит форму за счет того, что внутри у нее пластиковая канва. Подписывайтесь на мой канал, и я желаю вам приятного вязания. Материалы для вязания сумки. Шнур полиэфирный, толщина 3 мм, нам понадобится 300 метров. Крючок для вязания 4 мм. Из фурнитуры нам понадобятся колечки диаметром 20 мм. Колечки разъемные, они открываются. И таких колечек нужно 6 штук. Держатели для короткой ручки. У меня это небольшие держатели на болтиках. Их нам понадобится 4 штуки. Для ремешка нам понадобятся карабины с прямоугольными отверстиями. 2 штуки. Пластиковая канва продается листами 40 на 60 сантиметров. Размер клеточек не особо важен, главное, чтобы она хорошо держала форму. Я покупала на Каспи магазине. Также замочек молния примерно 30-35 сантиметров. Желательно брать витой замок, не тракторный. И ткань для подкладки. У меня это стеганая подкладочная ткань. Я взяла 30 сантиметров, и мне этого достаточно для пошива подкладки. Начинаем вязание. Оставляем короткий кончик нити и набираем цепочку 32 воздушные петли. Пропускаем первую петельку, вводим крючок за заднюю полупетлю и, начиная со второй петли, вяжем столбиками без накида 31 петлю. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Начиная со второго ряда вяжем узор. Первую петельку провязываем столбик без накида. Затем делаем накид на крючок
и вводим крючок в основание первой петли на один ряд ниже. И провязываем полустолбик с накидом. При этом придерживаем петельки, чтобы у нас они ровно лежали на полотне. Одну петлю пропускаем, в следующую петлю вяжем опять столбик без накида. Делаем накид. И теперь обратите внимание, опять вводим крючок в основание этой же петли, в которую мы сейчас вязали. При этом у нас между узорами длинные петли должен быть пропуск по одной петле. Внизу это тоже хорошо видно. Пропускаем одну петлю, в следующую вяжем столбик без накида. И в основание этой петли на один ряд ниже вяжем полустолбик с накидом. И таким образом мы с вами продолжаем. Вяжем этот узор до конца ряда. Всего должно получиться 15 раппортов узора. В конце ряда нам остается связать один столбик без накида. Давайте посчитаем. У нас должно получиться 15 длинных петель, то есть 15 раппортов узора. Вяжем следующий ряд. В первую петельку провязываем один столбик без накида. И затем в основание этой петли еще на один ряд ниже вяжем полустолбик с накидом. Теперь пропускаем 2 петли и в шапочку длинной петли из предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Делаем накид, и теперь нам нужно вернуться. Мы вводим крючок возле длинной петли, и здесь обратите внимание, вот с другой стороны длинная петля и сверху узор галочка. Под этим узором галочка у нас выходит крючок, и мы вяжем полустолбик с накидом. При этом ниточки придерживаем, чтобы они у нас ровно легли в узоре. Теперь одну петлю пропускаем, опять вводим крючок в шапочку длинной петли из предыдущего ряда. Вяжем столбик без накида. Делаем накид и смотрим назад, возвращаемся, вводим крючок сбоку от длинной петли и под узором галочка. И вяжем полустолбик с накидом. И так мы продолжаем с вами вязать этот узор до конца ряда. Всего должно получиться 15 раппортов узора. Мы заканчиваем. Вот я связала 14 раппортов, и последний 15 раппорт мы сейчас с вами свяжем вместе. Последнюю
шапочку мы делаем столбик без накида, затем один полустолбик с накидом и в конце в последнюю петельку провязываем столбик без накида. И опять, если мы посчитаем, у нас получается 15 раппортов узора. Следующий ряд вяжем точно так же, как и предыдущий ряд. Итак, мы с вами продолжаем вязать. Всего в высоту нам нужно связать 50 раппортов узора. Мы закончили, связали в высоту 50 раппортов узора и в каждом ряду по 15 раппортов. Итак, если мы будем с вами считать вот так по каждому раппорту узора, то у нас их должно получиться ровно 50. Далее мы делаем обвязку вокруг. Вначале делаем воздушную петлю, затем вводим крючок за боковую петлю в первом ряду, вяжем столбик без накида. И далее продолжаем. Вяжем в боковые петли напротив каждого ряда. Всего должно получиться 50 петель. Мы закончили, связали 50 петель и далее продолжаем. Переходим на другую сторону и в угловую петлю вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем. Вяжем 29 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель.
Закончили 29 петель. В угловую петлю провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону и по этой стороне вяжем 50 столбиков без накида. Опять переходим на другую сторону, вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем 29 столбиков без накида. И в основании первой петли мы провязываем последний столбик без накида. Ниточку не отрезаем, пока оставляем так. Давайте измерим, это наша основная деталь сумки. Длина у нее 49 сантиметров и ширина 23 сантиметра. Ваши размеры могут немножко отличаться, потому что многое зависит от толщины пряжи и от плотности вязания. Теперь я беру ниточку с противоположной стороны мотка, с внутренней части. Только здесь надо будет нитку нам вначале распрямить, чтобы она не закручивалась. И потом уже мы начинаем вязать боковинки. Начинаем с 6 воздушных петель. Первую петлю пропускаем, начиная со второй петли, вяжем 5 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю. Во втором ряду в первую петельку провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Затем вяжем наш узор, длинные петли в основании первой петли. Под предыдущим рядом провязываем полустолбик с накидом. Здесь одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. Опять в основание этой же петли провязываем полустолбик с накидом. Одну петельку пропускаем и в последнюю вяжем 2 столбика без накида в одно основание. В следующем ряду в первую петельку провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Затем в основание этой же петли провязываем полустолбик с накидом. Здесь одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. И в основание этой петли полустолбик с накидом. Опять одну петлю пропускаем, следующую столбик без накида. В основание этой петли полустолбик с накидом. И далее в предпоследнюю петельку в ряду мы вяжем столбик без накида, в ее основание
Здесь, в принципе, не особо важно, куда вы попадете с другой стороны. Нам главное просто связать количество раппортов. Вяжем полустолбик с накидом и в последнюю петельку вяжем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итак, у нас в конце и в начале по 2 столбика без накида и всего 4 раппорта длинных петель. И далее уже вяжем без прибавок. В этом ряду нам нужно с вами связать 6 раппортов узора. После последнего шестого раппорта в конце ряда вяжем столбик без накида. Вот так у нас получается 6 раппортов. И далее мы будем в каждом ряду вязать по 6 раппортов узора. Итак, мы продолжаем с вами вязать до высоты 15 рядов. Всего по 6 раппортов узора мы вяжем 13 рядов. Я закончила. Давайте посмотрим еще раз. Всего 15 рядов. Из них по 6 раппортов узора. В каждом ряду у нас должно быть 13 таких рядов. Далее делаем обвязку. Вначале делаем воздушную петельку. Затем по боковой части вяжем 11 столбиков без накида. Далее делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее вяжем 2 столбика без накида подряд. И еще раз прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Далее переходим на верхнюю часть боковины и провязываем 5 столбиков без накида, без прибавок. И теперь здесь точно так же, как с другой стороны, первую петельку вяжем 2 столбика без накида в одно основание, затем 2 столбика без накида подряд по одному, опять 2 столбика без накида в одно основание и затем 11 столбиков без накида до угла.
Переходим на другую сторону. В первую петельку вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Далее 11 столбиков без накида. И в последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Отрезаем ниточку, закрываем последнюю петлю. Итого по окружности у нас должно получиться 56 петель. По размеру боковины получилась высота 16 сантиметров и ширина 11 сантиметров. Точно так же мы вяжем с вами вторую боковинку для сумки. Теперь пока что боковинки откладываем и будем пришивать канву к сумке. Вначале нужно канву вырезать. Еще раз измеряем сумку и, не выходя за бортики обвязки, только внутреннюю часть, там где узор, измеряем. Получается длина 46 сантиметров и ширина 21 сантиметр. И вот такого размера мы с вами вырезаем прямоугольник из канвы. Прикладываем канву к обратной стороне сумки с внутренней стороны и пришиваем ее вручную. Для пришивания канвы я использую нейлоновую мононить. Это прозрачная нитка, она по толщине такая же, как швейная нить. Также здесь я еще хотела показать такой момент, что желательно отрезать уголки, потому что они не играют большой роли и они потом топорщатся из сумки, поэтому лучше их сразу убрать. Ну, можете, в принципе, оставить, если хотите более четкую форму. И далее пришиваем канву вручную каждую клеточку к
последнему ряду сумки. При этом старайтесь не выходить за пределы сумки. И самые верхние петли не задевайте, потому что они нужны нам будут далее, чтобы привязывать боковины к основной детали сумки. И так далее. Мы с вами продолжаем пришивать вручную полностью по всей окружности. И вот такая у нас получается готовая деталь. Для боковинок я заранее отрезала небольшие прямоугольнички по размеру, такие же как боковины. И теперь нам нужно просто обрезать уголки. По размеру, кстати, боковинки у меня тоже будут небольшие, такие, чтобы они не выходили за пределы сумки. Учитываем только ряды с узорами, без учета внешней обвязки. И вот так вот у меня выглядит готовая канва для боковинки. Сверху я беру наискосок 5 клеточек, отрезаю с двух сторон и внизу по одной клеточке. И мы точно так же, как и основную деталь, пришиваем канву к боковинам сумки. Далее я готовлю подкладку. Здесь я уже подготовила материал, вырезала прямоугольник по размеру такой же, как сумка. Единственный момент, что нужно еще оставить по 1 сантиметру на припуске. Поэтому подкладка у меня получилась 50 на 25 сантиметров. Ну и боковинки тоже немножко больше, чем боковины вязаные, для того, чтобы у нас 1 сантиметр ушел на швы. По размеру получилась длина 18 сантиметров, ширина 13. Берем наш замочек молнию и прикладываем его к подкладке. К лицевой стороне подкладки так, чтобы собачка молнии смотрела в правую сторону. И пришиваем. Я пришила, также я отогнула край подкладки и прострочила еще раз, чтобы у нас подкладка смотрела ровно в боковую сторону. Теперь с противоположной стороны точно так же пришиваем подкладку к сумке. И вот обратите внимание, что у нас замочек молния смотрит наверх, а подкладка лицевой стороной смотрит вовнутрь. Так должно выглядеть. Лишнюю молнию отрезаем.
Далее мы пришиваем боковинки к сумке. Чтобы легче нам было их пришить, можно заранее очертить основные стороны вверх-вниз и лево-право. Ну, в принципе, лево-право мне особо не пригодилось. Вот верх и низ можно отметить. И на сумочке тоже отмечаем верх и низ. Но верх у нас уже отметен молнией, поэтому отмечаем только вниз. Берем булавочки и подкалываем по отметкам снизу, сверху и боковые стороны тоже. И теперь мы прошиваем боковую сторону, пришиваем ее к подкладке сумочки. Вот так у меня выглядит готовая, пришитая одна сторона подкладки. Теперь точно так же пришиваем вторую сторону. И вот наша подкладочка готова. Теперь мы можем пришить ее к сумке. Прикладываем подкладочку внутрь сумки и подкалываем ее булавками. Пришиваем сначала одну сторону, верхнюю часть подкладки, там, где у нас замочек молнии. Пришиваю также вручную с помощью мононити, делаю короткие стежки и желательно делать стежки с обратным ходом, чтобы подкладка лучше держалась на сумке. То есть делаем стежок вперед, назад, при этом потихонечку продвигаясь все время вперед. И вот я пришила одну сторону замочка молнии с подкладкой к сумке.
Обратите внимание, проверяйте, чтобы у вас молния легко двигалась вдоль вязаной части, чтобы она не стопорилась нигде. Теперь прикладываем замочек-молнию с противоположной стороны верха сумки и точно так же пришиваем. И вот у меня готова пришита подкладка к сумке. А теперь мы с вами продолжим обвязку. Сверху я отметила в начале 4 петли, но в итоге у меня ушло наверх 3 петли, поэтому здесь вы можете увидеть некоторые отличия. Сверху нам нужно оставить 3 петли, и по окружности мы с вами делаем обвязку. Как вы помните, мы оставили с вами длинную ниточку нашу, не отрезали ее, и теперь мы будем привязывать боковину к сумке соединительными стежками. Вначале делаем воздушную петельку, затем вводим крючок в первую петлю на сумке и в первую петлю на боковине. В серединке мы оставляем 3 петли и далее по окружности соединяем боковину с сумкой. И далее продолжаем также соединительными петлями, привязываем все петельки друг к другу. Мы закончили. Здесь в конце ниточку пока не отрезаем. Продолжаем. Вводим крючок теперь только на петли на боковинке и вяжем соединительные столбики до конца ряда. Теперь ниточку отрезаем, закрываем последнюю петельку и прячем нитку внутри петель последнего ряда на боковине. Здесь у нас подкладка пришита к молнии не плотно. Здесь у нас есть зазор. Его мы можем просто пришить вручную к боковинке сумки, тоже прозрачной мононитью. Ну и переходим к нашей последней стороне сумки. Вторая боковинка. Ее точно так же привязываем к сумке. Здесь единственное отличие в том, что мы берем новую рабочую нить, а начинаем с этой же стороны, как и с противоположной стороны мы делали. Я пришила вторую боковинку к сумке. Вот так она выглядит. И на этом у нас заканчивается основное вязание сумки. Посмотрите, как выглядит подкладка внутри сумочки.
ничего не топорщится, все очень аккуратно и хорошо держит форму. Далее мы будем с вами вязать короткие ручки для сумки. Для этого нам нужно прикрепить кольца. Кольца прикрепляем на 1 или 2 ряда ниже и примерно отступаем 2-3 раппорта от края. Как вам удобно. В принципе, это не особо важно. Вот так выглядят у нас прикрепленные колечки. И далее мы будем с вами вязать ручки для сумки. Оставляем короткий кончик, набираем 3 воздушные петли. Вводим крючок в первую петлю, провязываем соединительный столбик и в следующие 2 петли тоже соединительные столбики за одну полупетельку. Теперь нам нужно добавить петель. Для этого мы делаем воздушную петлю и в следующую петлю вяжем соединительный столбик. Опять воздушную петлю и в следующую петлю соединительный столбик. И так делаем 4 раза до тех пор, пока у нас не будет общее количество петель в ручке 8 петель. Вот я связала последний 4-й раз и теперь продолжаю вязать. Ввожу крючок только в одну полупетельку и вяжу соединительными столбиками. По 8 петель в каждом ряду вяжу без поднятия ряда по спирали, и всего нужно связать таких 30 рядов. Итак, мы связали вот так 30 рядов. Теперь нам нужно убавить. Для этого мы одну петельку пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик. Опять одну петельку пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик. И так мы убавляем до тех пор, пока у нас не останется 3 петли. В конце кончик нити отрезаем и прячем кончики нити внутри ручки сумки.
У меня получилась длина ручки 22 сантиметра. Далее я беру держатели и устанавливаю их на кончике ручки сумки и закручиваю болтиками. Далее прикрепляем ручку сумки к колечкам на сумке. И точно так же мы с вами вяжем вторую ручку, прикрепляем ее с другой стороны. Теперь мы свяжем ремешок для сумки. Оставляем длинный кончик 20 сантиметров, делаем узелок и затем набираем 5 воздушных петель. Одну петельку пропускаем, начиная со второй петли, за заднюю полупетельку вяжем 4 столбика без накида. В конце делаем воздушную петельку в каждом ряду. В следующем ряду вводим крючок за дальнюю полупетельку и провязываем столбиками без накида 4 петли. И начиная с этого ряда все ряды вяжутся одинаково. Вяжем крючком за 2 полупетельки из предыдущих рядов. 4 столбика без накида. И в этом ряду также вводим крючок за 2 полупетельки из 2 предыдущих рядов и вяжем столбиками без накида. Итак, мы с вами продолжаем вязать до высоты 50 рядов. Мы закончили. Обратите внимание, что мы считаем только по одной стороне. У нас должно получиться 50 рядов. Как мы считаем? Вот у нас эта сторона, по которой мы считаем, внешняя. С внутренней стороны здесь чуть-чуть другой рисунок. Вот по этим выпуклым петлям мы считаем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Должно получиться 50 рядов. В конце мы оставляем длинный кончик нити, примерно 20 сантиметров, чтобы пришить карабин к ремешку.
Давайте измерим готовый ремешок. У меня получилась длина 64 сантиметра. Но в процессе ношения он еще немножко растянется. И оставшиеся 2 колечка мы прикрепляем к сумке по боковой стороне, ровно посередине, примерно на 3-4 ряда ниже от верха. И на эти колечки прикрепляем карабины ремешка. На этом я заканчиваю наш видео-мастер-класс. Вот такая готовая сумочка у нас получилась. По размеру сумочка получилась длиной 25 сантиметров и высота 21 сантиметр. Глубина 13 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также на мой Instagram и делитесь вашими работами в соцсетях, отмечайте мой аккаунт. Мне будет очень приятно увидеть ваши готовые сумочки. Я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!